Я замечаю, что в обществе все больше и больше возникает вопрос в связи с тем, что на Западе приступили к экономическому удушению страны. Но это же не секрет. Идет гибридная война. Война давно началась, не только против нас. Прежде всего против Российской Федерации. И мы звено в этом давлении на Россию. Более того, мы оказались на переднем крае. Поэтому нам достается первыми и непросто. Мы это с президентом России видим, оцениваем и действуем соответствующим образом, адекватно. Но что они хотят? Вы же не думаете, что вот воюем, нет никаких контактов, мы не видим, они нам не говорят ничего, мы не отвечаем. У нас есть каналы, по которым мы разговариваем. Суммируя все их претензии, а уже перешли от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам, от нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина, цитирую, демократически перспективным, развитым государством, как Украина. На что четко 2 дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы белорусы, у нас собственное видение наших перспектив. Думаю, что за этим столом, где собралось все руководство Беларуси, и даже среди нашего населения, которые хотят нормальной жизни для себя и своих детей, нет такого желания стать второй Украиной. Они хотели в прошлом году проще это решить, срезать этот балкон до Смоленска. И чаяние после распада Советского Союза, их, Владимир Павлович это хорошо помнит, мы были в парламенте депутатами, их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон, а это уже не санитарная какая-то зона, это был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось. Вот мы прошли этап. Сейчас посмотрим, что они еще придумают против нас. Вот очередной этап. Любыми пользуются методами, беженцы, не беженцы, неважно. Чтобы надавить на нас, а через нас на Россию. Поэтому от Черного моря до Балтики вы видите, что происходит. И мы оказались главным звеном в давлении на Российскую Федерацию. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем. Поэтому чего бы нам ни стоило, мы должны выстоять. А выстоим только тогда, когда мы будем едины и монолитны. Поэтому дисциплина, исполнительность должны стать во главу угла. Не должно быть долгих, длительных разговоров и уговоров. Решение принято, исполняйте. Когда идет такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветовать, в каком направлении будем действовать. Иногда решения надо принимать мгновенно. Кому принимать эти решения в стране есть. Конституцию никто не отменял, она действуется, законы никто не отменял. Поэтому еще раз повторяю, во главу угла надо поставить исполнительскую дисциплину. И мы элементарно выстоим, и главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей. Люди хотят жить нормально. И мы должны в любой ситуации обеспечить эту нормальную жизнь. Вот основа тех проблем, фундамент, которые мы сегодня должны обсудить. Роман Александрович, пожалуйста, вам слово. Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники совещания, кратко о работе за истекший период. В текущем году экономика... Я извиняюсь, Роман Александрович, чтобы нас понимали и журналисты, и общество. То, что я сказал по Украине, это было дословно сказано. Кое-где завуалировано. Они намекают, вопрос не во власти вопрос. Совсем недавно заявили, власть в Беларуси надо поменять. Начинать надо с президента. Но у нас есть механизм. Выборы и так далее. Досрочные выборы, если кто-то хочет. Пожалуйста, у нас тоже есть механизм. Пусть предлагают. Поэтому я не нагнетаю обстановку. 2 дня назад
через ультиматум нам было сказано. Но я не понимаю, Роман Александрович, вы бывший дипломат, вы это все терпите и не вносите предложений. Те, кто принесли ультиматум за пределы страны, не глядя, чью страну они представляют. Что мы с ними телепаемся? Они же работают во вред. Правда, мы уже заметили, вот сутки прошло, эти вот санкции вводить собирались, уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить. Мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся. Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно, в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышите, вот эти, те, кто чемоданы пакуют, успокойтесь, положите свои чемоданы обратно. Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон-грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать. Хотя это ваше право. Пожалуйста. Итак, в текущем году экономика функционирует в жестких условиях нарастающего внешнего санкционного давления. Заметное влияние оказывает на деловую активность также противоэпидемиологические ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Подчеркну, не в нашей стране, а в целом в мировой экономике. Тем не менее, в этих непростых условиях наша экономика демонстрирует устойчивость к существующим и возникающим новым экономическим и политическим вызовам и угрозам. Из 6 параметров, важнейших параметров прогноза выполнено 4. Главное, выполняется целевая задача, определенная главой государства на текущий год. Это повышение уровня благосостояния населения на основе сбалансированного экономического роста. Стабильно и эффективно функционируют предприятия, бизнес, государственные коммерческие учреждения, выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Численность занятых в экономике сохранена, уровень безработицы в прогнозном коридоре. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,6%. Реальная зарплата на 4,8% выше уровня прошлого года. Реальная, то есть с поправкой на инфляцию. Роман Александрович, вот что я от правительства хочу видеть в будущем году? Сохраните вот этот уровень защищенности населения. Вот что есть в этом году, надо сохранить и чуть-чуть понизить инфляцию. Это вместе с Калауром. Все, я больше от вас не требую в этой ситуации. Дело даже не в санкциях. Вы видите, что опять в связи с этим омикроном, пандемией, начала опускаться мировая экономика. Ну, слушайте, мы же не великаны, как там Америка или Китай. Ясно, что если экономика мировая опускается, она будет в эту воронку затягивать прежде всего и Беларусь. Будет трудно рассчитывать на какие-то огромные прорывы, показатели мы там, ВВП 7% дадим или выше мирового. Ну, мы реалисты. Поэтому главная наша задача, вот уровень этого года сохранить. Он невысокий у нас и по зарплатам, и социальной защищенности, но достаточный для того, чтобы жить. Пусть люди не возмущаются, жить можно. Только надо и людям шевелиться немножко. Как я уже говорил, раздевайтесь, начинайте работать. Но если еще немножко, не дай Бог, добавите, ну, тогда герои. Возвращаясь к доходам населения, подчеркну, что в реальном секторе экономики рост зарплаты обеспечен исключительно ростом производительности труда. То есть деньги, если заработаны. В бюджетной сфере номинальная зарплата выросла на 14,8%, а реальный рост на 5,1%. Ну, то есть скорректированную на инфляцию. Как вами поручалось, выдерживается соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне 80%, имеем даже немного больше. Зарплата врачей и учителей уже составляет 156% и 81% к среднему уровню по стране соответственно. Итак, в целом экономика развивается на качественной и сбалансированной основе.